Всем привет! Вы на канале Удивительная планета, и сегодня мы поговорим с вами о Плещеевом озере. Плещеево озеро – национальный парк в Ярославской области, созданный для сохранения исторического ландшафта вокруг Переславля-Залесского, одного из узловых объектов Золотого кольца и одноименного водоема. Территория заповедника открыта для туристов, предпочитающих спокойный семейный отдых на природе и не рассчитывающих на высокий уровень сервиса. Окрестности Плещеева озера издревле притягивали людей. По его берегам селились финно-угорские, а потом и славянские племена, о чем свидетельствуют многочисленные археологические находки. Язычники устраивали капища на близлежащих болотах, используя для строительства идолов камни синего оттенка. Именно здесь, в районе Берендеева болота, в незапамятные времена проживал легендарный народ, давший приют Снегурочке из одноименной пьесы. Первоначально озеро называлось Клещина, как и городок, найденный археологами на его берегах. В XII веке на Плещеевом озере появляется первое укрепленное поселение. В 1152 году недалеко от юго-восточного берега озера был основан Переславль-Залесский, вскоре ставший центром Переславского княжества. С усилением роли Москвы Переславлю-Залесскому пришлось довольствоваться ролью третьестепенного провинциального городка с монастырями и церквями, родины Александра Невского. Заговорили о нем снова во времена молодости Петра I, когда в 1692 году на верфи возле села Виськово были построены суда потешной флотилии, предвестницы мощного российского флота. Деревянные шлюпки отлично проявили себя на Плещеевом озере. В память о знаменательном событии Петр I повелел хранить их вечно. Но в XIX веке при пожаре в Переславле погибли все суда, за единственным исключением. Чудом уцелел бот «Фортуна», который содержали отдельно. Сейчас он выставлен в музее-усадьбе «Ботик» Петра I в окрестностях Виськова, у южного берега озера. При Петре Плещеево озеро было идеальным испытательным полигоном, глубокое, полноводное, оно питалось водами небольших рек, берущих начало в болотах. В XX веке экологическое равновесие было резко нарушено. Вскоре после Второй мировой войны вследствие неудачных ирригационных работ река Трубеж, основной приток озера, превратилась в стремительно зарастающий ручей, обмелелый водоем. Чтобы восстановить процесс, болото оставили в покое. В южной части озера разбили дендрологический сад. В 1988 году создали природный заповедник. В 1998 году получивший статус национального парка и современное название. Почти половину из 23 тысяч гектар общей площади Плещеева озера занимают леса, остальная часть поделена между болотами, водными ресурсами и полями. На территории парка встречаются 790 видов растений и более 400 животных. Некоторые из них занесены в Красную книгу. Водоему, давшему название заповедной зоне, более 30 тысяч лет. По мнению ученых, озеро образовалось, когда с европейской территории современной России отступали ледники. С годами рельеф озера и характер местности вокруг менялся. Сейчас большая часть берега равнинная, с небольшими холмами, на расстоянии 100-200 метров от воды. Замерзает Плещеево озеро в конце ноября, иногда позже, скрывается лед в апреле. Многочисленные родники делают воду чистой и прозрачной, но они же представляют опасность для рыбаков, приезжающих сюда зимой. Непроходимые болота сконцентрированы у северных границ водоема. Путешествовать здесь в одиночку в поисках языческих древностей категорически не рекомендуется. Это опасно. Кроме того, старинные памятники есть и в более доступных местах. Что касается истории о несметных сокровищах, зарытых в топях, то это чистая правда, но их давно уже откопали археологи. Полюбоваться на древности можно в местных музеях. С болотами связана и другая опасность. Активная добыча торфа была приостановлена 20 лет назад, и с тех пор торфяники слабо контролируются и в жаркую сухую погоду горят. С недавних пор доступ к Плещееву озеру стал платным. Заплатить за услугу можно в кассе у съезда к набережной. Здесь же можно арендовать мангал, занять оборудованное место отдыха со скамейками и столом. Для установки палаток отведен отдельный участок берега в районе Александровской горы с северо-востока озера. Палатку можно привезти с собой или арендовать. Тот, кто предпочитает отдыхать на природе с комфортом, останавливается в гостевом домике на 8 человек.
в местечке Кухмарь с посудочной арендой. Купаться разрешено на обширном участке берега в окрестностях Александровой горы, вернее, холма высотой около 30 метров. Рельеф дна позволяет без опаски заходить на 100 метров от берега. Глубокие места начинаются дальше. Для фотографирования лучшие виды открываются с Александровой горы и в южной части Плещеева озера. В аренду сдаются лодки, организовываются экскурсии на 10-местной моторке по предварительной записи. В юго-восточной части национального парка Плещеево озеро расположен дендрологический сад, заложенный более полувека назад. Сейчас он занимает 58 гектар и экспонирует более 600 видов деревьев. Начиналось все с трудов лесничего Сергея Харитонова. Сейчас сад носит его имя. В дендрарии 8 тематических зон. Самая обширная коллекция собрана из Северной Америки. Посетители могут осмотреть каскад прудов, окруженных склоненными к воде деревьями, аллею Истуй, Краськовский пруд с беседкой на берегу и плодовый сад. Сотрудники сада разработали 4 экскурсионных маршрута протяженностью 2,5 километра. Малышей заинтересует тропа сказок с растениями, фигурирующими в фольклоре народов мира, и деревянными скульптурами. Сад принимает гостей круглый год и просит их соблюдать несложные правила поведения. Туристам не следует сходить с дорожек, потому что в парке легко потеряться. К тому же в траве водятся змеи. В прудах нельзя купаться, пробовать растения на вкус запрещено, поскольку в саду встречаются ядовитые виды. В сезон настоятельно рекомендуется использовать средства от комаров. Туристы приобретают разовый билет или абонемент на месяц, полгода или год. Среди дополнительных услуг – свадебная фотосессия, прокат кареты или велосипедов. Помимо самого Плещеева озера и дендрологического сада, в парке есть еще несколько природных объектов, достойных внимания туристов. 6-часовой экскурсионный маршрут «Медвежий уголок» позволяет понаблюдать за повадками животных, изучить работу лесничих. Главная достопримечательность, сохранившаяся с языческих времен, это огромный валун Синь-камень у северо-восточного берега озера. Ему поклонялись еще угрофины. Камень долго перетаскивали с места на место, пытаясь приспособить для строительных нужд еще в XVIII веке. Но потом из суеверного страха вернули к озеру. Камень постепенно опускается под землю. Сейчас он всего лишь по колено взрослому человеку. В сухом виде он скорее сизый, чем синий. Отчетливые синие проблески появляются после дождя. Предприимчивые мошенники пытаются брать деньги за осмотр достопримечательности. На самом деле все сборы взимаются только в кассе парка. В основном туристы на озере предоставлены сами себе. Администрация помогает им только арендой принадлежности для пикника и палаточного отдыха. Но в последние годы появились изменения. На Плещеевом озере открыта школа кайтсерфинга и виндсерфинга с арендой оборудования. Национальный парк Плещеево озеро расположен в 130 километрах к северо-востоку от Москвы по Ярославскому шоссе со съездом на Переслав-Залесский. Для этого маршрута типичны пробки на выезде из столицы и на съезде в Ярославской области, так что на 150 километров пути нужно закладывать более 3 часов езды. Миновав Переславль, путешественники проезжают Никитскую Слободу. Оттуда далеко не идеальная дорога ведет к Александровой горе. Парковка рядом с озером может быть переполнена. Парк рассчитан на круглогодичное посещение. Даже в летний сезон погода на Плещеевом озере может резко меняться. С собой обязательно брать теплую одежду. Кроме собственности парка, гостевого домика, в Переславле и окрестностях открыто несколько туристических баз и гостиниц с различными ценами. На юго-западе гостей ждет парк-отель Веслево, 4-этажная гостиница с 16 номерами со всеми удобствами, баней и сауной, столовой и кафе у Мельника. Компании принадлежат и коттеджи для проживания с животными с кухнями разной вместительности. Постояльцев развлечет верховая езда на лошадях и верблюдах, пейнтбол. В центре города, рядом со Свято-Никольским женским монастырем, работает гостевой дом Николин парк с бесплатной парковкой и кондиционерами в номерах. Мест общественного питания на берегу Плещеева озера нет. Продукты привозят с собой или посещают рестораны, столовые и кафе Переславля.